Курт Кобейн был наркоманом со стажем, отличным гитаристом и панком. Он оставил большой след в истории музыки и является одним из самых значимых рок-гитаристов 20 века. Его прижизненная слава продолжалась всего 2 года, но наследие его живет до сих пор. Его музыку слушали, слушают и будут слушать. А с вами канал Industrial Music Internet Project, и вы смотрите истории рок-звезд. Погнали! Дональд Кобейн и Венди Элизабет, родители Курта, родились в 1946 и 1948 году соответственно. В момент их знакомства Дональду был 21 год, а Венди 19. Она только недавно закончила среднюю школу. Оба жили в небольшом портовом городе Абердин с населением всего 19 тысяч человек, находившийся в Вашингтоне. Венди работала официанткой в небольшом кафе, а Дональд работал автомехаником в богатой энергокомпании Chevron. Семья Дональда переехала в США из Ирландии в 1875 году, а Венди происходила из семьи Франдебургов, которые имели немецкий, французский, английский, ирландский корни. В общем, Курт был настоящим американцем, в нем было всего по чуть-чуть. Родители Курта не занимались искусством, а вот его родственники, да. Тетя играла на гитаре, дядя был членом рок-группы, а бабушка была профессиональной художницей. А если копнуть еще дальше, то можно увидеть, что двоюродный дед Кобейна был оперным певцом и даже сыграл в одном голливудском фильме «Король джаза». Курт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года. Малыш Курт весил 3,5 килограмма, волосы были темными, глаза светло-голубыми, а кожа смуглая. Позже волосы приобрели тот узнаваемый русый цвет, а кожа посветлела. Почти сразу же после рождения сына семья Кобейнов арендовала дом побольше. Семья едва сводила концы с концами, но у Курта было все для счастья, даже игрушки. Мама однажды даже провела фотосессию, а позже купила фотокамеру для съемки детства сына. В сентябре 1969 года Кобейны купили дом в том же городе. В этом же году Венди забеременела во 2-й раз. У Курта скоро появится сестричка. Кимберли Кобейн родилась 1970 года, 24 апреля. На протяжении всего детства Ким Кобейн являлась практически лучшим другом Курта. К сожалению, о Ким мы знаем мало, кроме того, что она так же, как и Курт, увлекалась музыкой. Но вернемся к Курту. Курт Кобейн был на удивление послушным и хорошим ребенком. Он слушался родителей, в 2 года научился петь, в 4 рисовать и писать стихи. Некоторые из рисунков послужили сюжетом к музыке Нирваны. Позже его талант к рисованию передастся к его дочери. С 4 лет, как я уже говорил ранее, Курт начал писать стихи и увлекаться музыкой. Курт придумывал к своим стихам музыку и подпевал их. А его первыми музыкальными инструментами стало пианино, на котором он с ранних лет исполнял музыку не менее легендарной музыкальной группы The Beatles. На этом же инструменте он сочинил предположительно свою первую песню. Она была о прогулке со всей семьей. Некоторые предполагают, что эта песня позже трансформировалась в Something is the Way, но Курт не останавливался на одном пианино. В 7 лет он получил подарок от тети и дяди – ударную установку, а в 14 – гитару. Когда Кобейну исполнилось 14, дядя поставил его перед выбором – велосипед или гитара. И результат очевиден. На ней он выучил музыку групп Aerosmith и Led Zeppelin. Возможно, одна из первых песен Нирваны, Aero Zeppelin, была названа в честь этих групп. Неизвестно, кем бы стал Курт, если бы не одно происшествие, которое определило его судьбу – развод. Инициатором развода стала мама Кобейна. Она говорила, что Дональд целыми днями пропадал на бейсболе и практически не виделся с семьей. Дональд же был категорически против развода. Итак, в 1975 году родители Курта развелись.
Курту было всего 8 лет. Позже Венди скажет: это разрушило его жизнь. Он совершенно изменился. Мне кажется, он стыдился этого. И он стал очень замкнутым, просто держал все в себе. Он стал очень застенчивым. Жизнерадостный и солнечный Кобейн испарился. Он стыдился родителей и писал на сцене: я ненавижу маму, я ненавижу папу. Папа ненавидит маму, мама ненавидит папу. И от этого становится грустно. Ему не пришлось сражаться с войной или голодом. Его сражения были личными. Но сражения эти начались еще до развода. У Курта и отца просто не было общих интересов. Курта интересовало искусство, а Дональда – спорт. Он хотел, чтобы я занимался спортом, а я не любил спорт, я был художником. А он не ценил этого, поэтому я всегда испытывал чувство стыда. Я просто не мог понять, как можно было вырасти таким, ведь мои родители не были художниками. Мне нравилась музыка. В глубине души мне казалось, что у меня усыновили еще с того самого эпизода семьи Патридж, когда Дэнни думал, что он приемный. Это все действительно было для меня чем-то близким. Творческие способности, интеллект Курта, а также раннее осознание того, что он художник, усугубляли проблему. Пока мне не исполнилось 10 или 11 лет, я не осознавал того, что чем-то отличаюсь от других детей в школе. Я начал понимать, что меня больше, чем других детей, интересует рисование и музыка. Все это потихоньку росло во мне, и я начал это осознавать. Так что к тому времени, когда мне исполнилось 12, я полностью замкнулся. После развода Курт прожил с матерью примерно год. На протяжении года он вымещал злость на ней и на нянь, а также на маминых бойфрендов. Они менялись часто, а один из них открыто оскорблял Кобейна геем и педиком за то, что тот не приводил в дом подружек. В итоге мальчика отправили к отцу, который жил в 20 милях от Абердина. Поначалу Курту даже все нравилось. Отец даже пообещал больше ни на ком не жениться, но обещание не выполнил и вскоре привел новую девушку, у которой уже было 2 ребенка. Через некоторое время они женятся, и у них появляется еще один малыш. Кобейн стал чаще ссориться с мачехой и говорить, что не считает эту семью настоящей. Отец пытался как-то справиться с сыном, записал его на бейсбол, но тот попросту прогуливал игры. Потом он записал его на борьбу, но Курт специально проигрывал на злость отцу. Важным моментом в жизни Курта является поход к психотерапевту, в результате которого ему поставили диагноз СДВГ и прописали риталин. Некоторые считают, что именно с этого момента у Курта начался наркоопыт, потому что релатин – это по сути тот же амфетамин. Иногда отец не выдерживал выхода к сыну и выгонял его из дома пожить у друзей. Одним из таких друзей оказался Джесси Рид, набожный христианин. Их дружба была странной. Хулиган и панк дружил с религиозным человеком. Главное в их дружбе было то, что Джесси как-то смог привить Курту интерес к религии. Хоть он и оставил это увлечение, духовными практиками он будет интересоваться до конца жизни. Еще одно знакомство он завел в школе, когда познакомился с геем. За это его травили, и Курт понял, что любит быть ненавидимыми идиотами. В 19 лет Курт даже отсидит небольшой срок в тюрьме за граффити на стене «Бог гей». Курт часто прогуливал школу и в итоге вернулся к матери, когда ему было 16. К этому времени она во 2-й раз вышла замуж. Однажды этот муж даже сломает Венди руку, но к удивлению Курта, мать не станет писать заявление, чтобы сохранить брак. В период времени с 9 до 19 лет Курт жил у дядей, один из которых даже обучил его пару урокам на гитаре под мостом. Хоть это и опровергается его будущим напарником Крисом Новоселичем и его друзей. Например, на протяжении нескольких месяцев Курт жил у своего давнего друга Джесси Рида. К моему удивлению, они приняли его тепло, но после очередных выходок выгнали его на улицу. Курт описывает свою раннюю музыку как неряшливый риф-рок. Когда мне было 7, я думал, что непременно стану рок-звездой. Я не видел в этом ничего сложного, потому что был настолько гиперактивным, что думал, будто весь мир в моих руках, и я могу сделать абсолютно все. Я знал, что если захочу, могу стать даже президентом. Но это было глупо, лучше я стану рок-звездой.
Я в этом даже не сомневался. Я очень любил Битлз и не понимал, в каком окружении живу, что происходит вокруг и с какими отчуждениями я столкнусь, когда стану подростком. Хоть это и было правдой, ему сначала пришлось пройти нелегкий путь. Чтобы посмотреть, как он начинался, нужно вернуться в те времена, когда он ходил на бейсбол. Он специально промахивался, чтобы сесть на скамейку, и на этой скамейке он познакомился с членом группы The Melvins, его звали Мэтт Лукин. Они болтали о Kiss и Чип Трик. В итоге его пригласили на репетицию группы, и Курт был очень доволен. Доволен настолько, что его выгнали из-за его нахального поведения, и он упал с лестницы, будучи пьяным. Но главное тут, что знакомство с такой группой вдохновило его к созданию своей панк-группы, хотя он даже не знал, как такая группа будет звучать. Вскоре после распада группы Курт основал новую группу со своим давним другом из школы Крисом Новоселичем, хорватом, по 2 метра ростом. Крис был бас-гитаристом, но группа, как и предыдущая, не продержалась долго и распалась. Парни погрустили, но получили большой заряд мотивации, когда узнали, что их кумиры из The Melvins получают по $80 за концерт. Парни создали опять новую группу, где Курт и Крис фактически поменялись местами, и эта группа продержалась недолго, пока они не познакомились с барабанщиком Аароном Бурхардом. Они дали несколько концертов, немного заработали и даже попали в газету. Ударников еще поменяется несколько, но это можно назвать каноничным образом Нирваны, хоть она еще тогда не называлась Нирваной. Курт Кобейн гитарист, Крис Новоселич бас-гитарист, и ударник за все время ударников поменяется больше 5. Группа никогда не расширялась до 4 человек. Группу назвали Нирвана. Это название предложил Курт, потому что в тот момент он сильно увлекался буддизмом и не хотел брать типичное похабное название. Так родилась Нирвана. Первый альбом группы Bleach в апреле 1988 года группа выпустила в Сиэтле, результатом чего стало попадание еще в одну газету. Парни заметили, и в итоге группе позвонил американский лейбл Sub Pop. Переговоры шли долго, а пока группа выступала на концертах в Сиэтле, у Курта даже появилась фишка – ломать гитару во время выступления. Контракт все-таки подписали, и группа успела выпустить сингл Love Buzz. Этот сингл смог проявить Нирвану, и она увеличила свои позиции в лейбле. По условию контракта, в первый год группа должна была получить от лейбла $6000, а за второй и третий 12 и 24 соответственно. И вот, в 1988 году, в декабре, группа поехала в музыкальную студию, чтобы записать дебютный альбом. Денег практически у нищего Кобейна не было, поэтому ему пришлось одолжить $600 у Джейсона Эвермана. Взамен Курт поставил его имя на обложке альбома. Альбом вышел в 1989 году, в июне. Не сказать, что он был провальным, но был неплохим. Группе даже устроили небольшой тур по побережью США, в который она собирала деньги на бензин, продажи футболок. А в конце тура Курт поссорился с Джейсоном. Европейское турне. Утомительное. Одним словом можно охарактеризовать это турне. В августе 1989 года группа записала 5 композиций для него. Во время этого турне Курт ходил по порномагазинам и разглядывал журналы. В Риме он даже пригрозился совершить суицид, бросившись с крыши. Но он этого, конечно же, не сделал. Помимо плохих событий, Курт начал понимать, что его узнают, и он обгоняет своих бывших кумиров по популярности. Во время очередного концерта Курт знакомится с музыканткой Тоби Вейл. Она, как и Трейси, не сыграла большой роли в жизни Кобейна, но повлияла на некоторые его песни. К сожалению, у Нирваны не было постоянных барабанщиков, а Тоби не играла на барабанах. Группе пришлось снова открыть вакансию на роль барабанщика. Группе удалось найти его благодаря Базу Осборну, бывший член группы The Melvins. Им стал 21-летний Дэйв Гроул. Этот состав прослужит до конца дней группы. Дэйв Гроул, Курт Кобейн, Тоби Вейл и девушка Дэйва начали жить вместе. Во время одного из разговоров Тоби сказала: «Ты пахнешь подростковым духом». Курт подумал, что этой фразе заложен глубокий смысл. Так появилась Smells Like Teen Spirit. Позже Курт узнает, что Тоби всего-навсего имела в виду, что от него пахнет дезодорантом, который назывался Smells Like Teen Spirit.
В ноябре 1990 года Тоби бросила Курта. За это он стал ненавидеть себя и больше принимать героин. Осенью 1990 года группа дозаписывает контракт с Virgin Publishing. По контракту Курт получает $3000. На эти деньги он купил приставку и игрушки. А через некоторое время группа подписывает контракт с лейблом Geffen. По контракту группа получает $270 000. В первую очередь Курт погасил долги. К этому времени он уже живет один. Итак, вернемся к альбому. Второй альбом начал записываться в мае 1991 года, а к осени был уже записан. 9 сентября трек Smells Like Teen Spirit был записан. Лейбл не делал больших ожиданий на альбом. Он рассчитывал на 100 000 копий. 13 сентября группа отпраздновала запись трека, напилась и легла спать. Через неделю альбом был выпущен, а именно 24 сентября 1991 года. Это был невероятный успех. Через 2 недели пластинка попала в хит-парад. За 4 недели пребывания в Billboard 200 пластинка поднялась со 144 места на 35-е. Все концерты начали проводить аншлагом. Примерно в это же время Курт начинает принимать героин для утоления боли в желудке. Группа стала известна не только в Америке, но и во всем мире. Nirvana отличалась от других рок-групп. Их альбом Nevermind был полной противоположностью мейнстрима того времени. Звучание не подходило для радиостанций, оно было сырое, грубое. На сцене они выступали в обычной одежде, а не как другие рок-группы. В 1990 году, 12 января, Курт познакомился с рок-вокалисткой Кортни Лав. Это одно из самых важных знакомств в жизни Курта. На одном из концертов Кортни Лав стала подкатывать Курту, но Курт стал отклоняться от подкатов, объясняя это тем, что только недавно расстался с девушкой. Кортни подумала, что она ему не понравилась, и бросила попытки. На этом могло бы все закончиться, но однажды барабанщик Нирваны сказал ей, что вообще-то ты ему нравишься, и Кортни начала нападать с удвоенной силой. Курт не выдержал такого напора и сдался. Они вместе употребляли героин и курили травку. В начале 1992 года Кортни вдруг обнаружила, что беременна. Эта новость послужила тому, что через месяц они поженились на Гавайях в присутствии самых близких людей. Там даже не было Криса Новоселича. Курт считал, что Крис не любил ее. Это было правдой. Ведь стоит отметить, что Кортни имела скверный характер. Фрэнсис Кобейн родилась 19 августа 1992 года. Стоит отметить, что незадолго до рождения ребенка в прессе случился грандиозный скандал. Кортни сказала СМИ, что принимала наркотики во время беременности, но не знала, что беременна, а когда узнала, то сразу кончила принимать их. Но ее речь перековеркали так, что получилось: Кортни принимала наркотики во время всей беременности. В прессе развернулась настоящая война за новорожденную девочку. В итоге семья потеряла больше $200 000 в судебных разбирательствах. Но ребенок остался у них под условием, что они будут регулярно проходить тесты на наркотики. Только как Кобейн проходил эти тесты, непонятно, так как он торчал на всем подряд. Кортни еще сыграет большую роль в жизни Кобейна, но сейчас я расскажу о последнем альбоме. Курт не хочет быть мейнстримом. Стоит отметить, что уже в то время группа была на грани распада, но альбом все-таки был выпущен и стал успешным. Третий и заключительный альбом под названием In Utero, в утробе, был придуман после рождения дочки. Альбом не стал таким популярным, как предыдущий, поднялся на 51 место в Billboard и было продано 500 000 копий за 2 месяца пластинки. В отличие от прошлого альбома, тут Курт хотел изменить звучание к более естественному. Запись прошла достаточно быстро, и 20 февраля 1993 года основные партии альбома были закончены, а 14 сентября того же года он был выпущен. За неделю было продано более 180 000 копий. Курт Кобейн категорически хотел избежать судьбы Smells Like Teen Spirit.
Он не хотел, чтобы этот альбом стал таким успешным, как прошлый. Поэтому кажется, что группа специально выпустила его таким. Курт стремился к успеху и пытался от него убежать. Его раздражало то, что многие неправильно интерпретируют его музыку. Он пытался убежать от мейнстрима. Подводя итоги 1993 года, Курт написал письмо в Advocate, где назвал своим достижением новый альбом, который многие считали коммерческим самоубийством. И рождение дочери Фрэнсис, научившей меня быть более терпеливым ко всему человечеству. Все замечали, что с группой что-то не так. Курт болел всю жизнь. С детства у него диагностировали СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивность, и хронический бронхит. Также в детстве он уже пробовал риталин, вещество, вызывающее зависимость. А к 8 классу попробовал марихуану и ЛСД. Как видите, Курт с детства принимал наркотики и курил траву. Повзрослев, Курт будет страдать от депрессии, алкоголизма, зависимости от героина и боли в желудке. Принимать наркотики и пить во время депрессии – это верная дорога окончить жизнь в суициде. Что и произошло в итоге. На фотосессии Saturday Night Live Курт вырубался несколько раз, после чего выступил на концерте как ни в чем не бывало. На следующий день Кобейн впервые попытался совершить суицид, испытав передозировку наркотиками. Его в последний момент спасла Кортни Лав. Второй раз Кобейн передознулся 23 июля 1993 года перед выступлением, и вновь его спасла Кортни Лав. С 1 марта события развивались стремительно. Во время гастролей по Европе у него обострился бронхит, и ему пришлось ехать в Рим для лечения. На утро к нему приехала жена и успела как раз вовремя, так как у него в крови находилась смертельная доза снотворного. Третья попытка самоубийства. Его срочно доставили в больницу, а через пару дней его выписали, и он улетел в США. Через несколько дней Кобейн заперся в ванне с ружьем и кричал, что убьется. Но полиция, вызванная женой, успела вовремя. Кобейн просто сказал, что ничего такого не было, а он просто заперся в ванне после ссоры с женой. На всякий случай полиция конфисковала все оружие в доме. Больше так продолжаться не могло, и Кортни позвонила 10 друзьям Курта, попросив их приехать и уговорить Курта лечь в больницу. Сначала Курт пытался послать всех, но в итоге согласился. 30 марта 1994 года он лег в больницу в Лос-Анджелесе. Никто из персонала не знал, что у Кобейна была депрессия, да и на вид он был нормальным, весело играл с дочкой и не собирался убегать. В тот день Кобейн последний раз видел дочь. Вечером Курт пошел покурить, перелез через забор и улетел домой в Сиэтл. По совпадению, в самолете он летел со своим давним знакомым Даффом Макганом. Он был одним из последних, кто видел Кобейна. Дафф говорил, что Кобейн вел себя обычно, но что-то в его поведении было странным. Никто не знал, где находится Курт. Кортни даже наняла детектива и заблокировала кредитную карту Курта. Но было уже поздно. 8 апреля 1994 года мертвого Курта нашел электрик. Он был убит выстрелом из дробовика в голову, а рядом с ним лежала записка. На тот момент Курт был мертв уже 3 дня. Также в его крови была смертельная доза героина. Понравился выпуск? Поставь лайк. Если интересны другие истории рок-звезд, переходи в плейлисты на канале. А я напоминаю, что вы смотрели видео Industrial Music Internet Project истории рок-звезд. Собственно, у меня есть и другие разные мои личные музыкальные проекты. Их вы также можете найти в плейлистах. Я вам желаю мира и добра. Увидимся в новых выпусках.